Всем привет! Мы продолжаем рассматривать старые масштабные копии из моей коллекции, и сегодня я хочу вам показать, на мой взгляд, очень симпатичный советский легковой автомобиль ГАЗ-А в масштабе 1 к 43. Это довольно старая масштабная копия, но покупал ее уже в современное время, просто модель случайно попалась мне на глаза, решил взять ее как частичку истории. И у меня в коллекции уже были похожие ГАЗ-А саратовского производства, некоторые модели я показывал на этом канале, и также я вам нашел для сравнения новодельную саратовскую модель, у которой некоторые упрощения. Например, пластиковые крылья и упразднены хромированные детали, на их место установили элементы из серого пластика. И как раз можно будет наглядно посмотреть, как модели отличались друг от друга по годам выпуска. И помимо саратовского изделия я также вам приготовил модель из журнальной серии «Автолегенды СССР». Тоже вполне хороший экземпляр, который можно смело ставить на полку с более дорогостоящими изделиями. И подобные ГАЗ-А начали выпускать с 1988 года. Самые первые масштабные копии были с лучшей детализацией, более аккуратной покраской и качеством сборки. И где-то с 1993 года пошли упрощения, металлические крылья заменили на аналог из пластика, и также исчез хром. Но хром вернулся с 2004 года, и сложно сказать, стали ли выпускать вновь металлические крылья. Уже на то время не отслеживал отечественные масштабные копии, не было смысла, потому что появилась и журнальная серия, которая переключила внимание собирателей, и эти модели по новым ценам не было смысла покупать, потому что основные позиции в коллекции были заполнены, и опять же по современным меркам эти модели выглядят очень архаично. Но тем не менее это частичка истории. И также вы в комментариях можете написать, какие старые советские модели сохранились у вас, когда и за сколько вы их покупали. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот автомобильчик поближе. И здесь довольно потрепанная коробка, хотя модель я покупал как новую, но это не столь принципиально, возможно, просто кто-то отдал этот экземпляр на комиссию. И я подозреваю, что эта модель более раннего выпуска, чем мой новодельный экземпляр, который я покупал в 2001 году, потому что здесь лучше отливка и также более точно подогнаны пластиковые детали. И вот так выглядит коробочка, она синего цвета. Сравнил эту упаковку с ранними советскими коробками, и у них синий фон более светлый. Здесь он темнее, возможно, мои старые коробочки просто выцвели, возможно, упаковка тоже отличалась по годам выпуска. Указан прототип ГАЗ-А, на нижней стороне упаковки есть небольшая историческая справка. Автомобили СССР, первый советский легковой автомобиль, выпускался Горьковским автомобильным заводом с 1932 по 1936 год. И также есть иллюстрация настоящего автомобиля. На заднем фоне тоже здесь стоят несколько старинных машин. И эта модель довольно легкая, несмотря на то, что корпус у нее из металла, но машина довольно компактная. И также здесь очень много пластиковых деталей, как съемный тент, так и элементы салона. И тент здесь из черного пластика, окрашенного в массе, а сиденья сделаны серыми. И также черное рулевое колесо и панель приборов. Открываются передние дверцы, правда, они выдвигаются не на очень большой угол, но тем не менее это приятный бонус. Сейчас очень мало современных масштабных копий, у которых что-то открывается, и это не забытые технологии, а просто экономия производства. И при нынешних технологиях можно сделать очень интересную полную открывашку, но никто из производителей не хочет вкладываться в такие модели, а стараются их сделать подешевле, а продать подороже. И также мне очень понравилось то, как на этой модели изготовлены колесные диски. Несмотря на то, что спицы здесь из пластика, они выглядят очень ажурно. Также проглядываются небольшие крепежные болты,
и у этой модели вполне хорошие покрышки, даже есть какая-то боковая маркировка. И покрышки на этой модели сероватого оттенка, на втором экземпляре они полностью черные. Также тут вполне хорошо сделана светотехника. Прозрачные линзы на фарах, присутствует клаксон, ободок радиатора сделан в хроме, как и небольшая крышечка на расширительном бачке. Стеклоочиститель и зеркало заднего вида сделаны единым целым с прозрачной деталью остекления. Вполне хороший передний бампер, он тоже в хроме, и хром на этой модели вполне хорошего качества. Также можно открыть правую дверцу, посмотреть, как детализирован салон. И у этой модели съемный верх, его можно демонтировать, но тогда вам нужно будет поставить сюда другое лобовое стекло, потому что рамка стекла это одно целое с верхней частью тента. И насколько я помню, такие ГАЗа также продавались и со сложенным мягким верхом, и как раз у них была другая рамка лобового стекла. И были пожарные машины, но такой техники нет в моей коллекции, и сейчас посмотрел, они практически не встречаются в открытой продаже, во всяком случае по разумной цене. Также у модели присутствует запасное колесо, хромированный задний фонарь, также две половинки заднего бампера. И вот так выглядит нижняя часть. Пластиковая рама, крепежный винт, указан прототип ГАЗ-А, масштаб 1:43 и написано «Сделано в СССР». Но этой надписи не стоит доверять, потому что даже самые последние российские новодельные модели были с точно такой же нижней частью. И эти надписи никто не изменял на протяжении многих лет. И давайте я вам покажу второй новодельный экземпляр. Он у меня в красном цвете, и как раз вы здесь можете видеть очень много серого пластика, и я думаю, черный пластик смотрится намного лучше. И также у этой модели уже упрощены колесные диски. Спицы стали толще, и также немножко изменилось крепление колесного диска. Если вы посмотрите на сером варианте центр с колпачком, а здесь получается сквозное отверстие. И также немножко другие по дизайну покрышки, и они отличаются по цвету. Вот так выглядят передние части. Опять же, у левого варианта лучше светотехника, хромированные детали также, на мой взгляд, смотрятся более правдоподобно, а остальные узлы у моделей примерно такие же. Вот так выглядят задние части и нижняя часть. Другой крепежный винт, точно такая же рама, и шрифт тоже немножко другой на пластиковом элементе. И давайте покажу вам модель из журнальной серии, и я считаю, это одна из лучших моделей, которая выходила в рамках этого проекта. Хорошая, аккуратная сборка, также вполне нормальная покраска. У этого автомобильчика съемный тент, также хорошо проработано рабочее место водителя, присутствует запаска. На модель я уже поставил регистрационные знаки и окрасил выхлопную трубу, но как раз вы можете посмотреть, как тут детализирована ходовая часть. И она чуть лучше, чем у советской модели. Но по габаритным размерам автомобильчики очень схожи, и разница практически отсутствует. Так что эти модели можно смело держать на одной полке. И, возможно, лучше модель смотрится полностью в черном цвете, но если собирать одни черные автомобили, то просто будет большое пятно. Поэтому я очень рад, что у меня эти машины в двухцветном варианте исполнения, и также они отличаются друг от друга. Например, более простой вариант красный, а эта машина в серовато-бежевом цвете.
И пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный автомобиль, что вы думаете об отечественных масштабных копиях. Были ли они хороши на свое время, стоит ли их покупать в нынешних реалиях и какие модели есть у вас. И если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. Если у вас будет желание, то можете вступить в мои группы ВКонтакте и Фейсбуке. Там участники сообщества тоже делятся фотографиями своих коллекций автомобилей. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.